Мы, космические путешественники, отлично знаем красоту Вселенной. Яркие скопления звезд, вспышки комет озаряют небо. Удивительные туманности мерцают таинственным светом где-то вдали. Одно из самых зрелищных событий — взрыв сверхновых. В пространство выстреливает весь калейдоскоп электромагнитного спектра. Видимый и ультрафиолетовый свет, радиоволны, гамма- и рентгеновские лучи. Порой при взрыве звезды затмевают сиянием целые галактики, но сверхновые не только ярко светят, они буквально разносят на атомы все вокруг, а затем смертельное излучение, как эхо катастрофы, еще долго и далеко разносится по пространству. Во время космических путешествий мы легко можем облетать стороной эти гиблые места, а вот Землю, если она попадет под удар, переместить с орбиты невозможно. Грозят ли нашей планете сверхновые, или можно спокойно любоваться на их потрясающее шоу? Давайте выступим в роли космических разведчиков и постараемся это выяснить. Посмотрим сначала на Солнце. Его лучи согревают и освещают нашу планету за счет термоядерной реакции, которая протекает в недрах звезды. В результате преобразования водорода в гелий каждую секунду 600 миллионов тонн вещества превращается в солнечное излучение. Этот процесс не может продолжаться вечно, так как привязан к количеству водорода. С течением времени все большая его часть будет превращаться в гелий. Ядро звезды уменьшаться, а давление внутри него увеличиваться. Затем, примерно через 5 миллиардов лет, Солнце перейдет в стадию красного гиганта и начнет стремительно увеличиваться в размерах. В этот период масса звезды сократится до 67% от сегодняшнего, а радиус, наоборот, составит 256%. Солнце постепенно сдует внешние слои, оно превратится в белого карлика, раскаленное ядро которого будет медленно остывать. Вот такое будущее ждет нашу звезду. Вы спросите, при чем здесь сверхновые? К Солнцу они действительно не имеют отношения. Речь идет о том, что светила по-разному заканчивают свой жизненный путь. Звезды намного массивнее Солнца не хотят гаснуть сравнительно тихо и спокойно. Вместо этого в конце жизни подобный тяжеловес запустит в своем ядре особенно бурную реакцию термоядерного синтеза. В результате внешнюю оболочку светила разорвет в клочья — грандиозный взрыв сверхновой. О таких событиях астрономам известно с древних времен, хотя лишь в 1934 году термин «сверхновая» первыми использовали астрономы Вальтер Бааде и Фриц Цвикки. Однако еще в 185 году нашей эры был зарегистрирован взрыв сверхновой СН-185. С тех пор эти невероятные вспышки звезд ученые фиксировали одну за другой. Их сложно не заметить в небе. Сверхновые могут на короткое время затмить своим светом целые галактики и выпустить больше энергии, чем наше Солнце за всю свою жизнь. Это сияние можно наблюдать в обычный телескоп на расстоянии миллионов световых лет от Земли. При этом в космос выбрасывает множество тяжелых элементов, из которых затем формируются звезды и планеты. В результате образуется нейтронная звезда или черная дыра, если умирает особенно массивное светило. Механизмы действия сверхновых тоже очень разные, но их можно разделить на два основных типа. Первый, 1А, происходит в двойных звездных системах, где, по крайней мере, один из компаньонов является белым карликом. Когда он накапливает слишком много массы, примерно в 1,44 солнечной, происходит взрыв. Точная причина таких событий сейчас находится в стадии изучения. Пока ученые склоняются к мнению, что дополнительная масса заставляет ядро белого карлика нагреваться, внутри него усиливается давление и происходит взрыв. Считается, что на пике катастрофы все карлики сияют с одинаковой яркостью. Благодаря этому астрономы используют сверхновые типа 1А в качестве стандартных свечей для измерения космических расстояний. Во втором случае катастрофа происходит со звездой массой больше Солнца минимум в 8 раз, но не более чем в 40-50 раз. Постепенно тяжелые элементы накапливаются в ее центре, и ядро под их тяжестью сжимается. Звезда, как луковица, покрывается слоями материала, в которых элементы становятся легче по направлению к внешней стороне. Как только ядро светила превышает определенную массу, так называемый предел Чандра-Секара, происходит взрыв,
По этой причине события подобного типа называют сверхновыми с коллапсом ядра. Они выбрасывают в космос весь спектр тяжелых элементов и являются основным источником строительного материала во Вселенной. После катастрофы остается нейтронная звезда, объект размером примерно с город и массой Солнца. Такие сверхновые, как правило, наблюдаются в спиральных рукавах галактик и в областях H2, которые облака горячей плазмы, где активно формируются звезды. А вот в эллиптических галактиках подобные катастрофы практически не отмечаются. Кроме этих двух типов сверхновых, ученые выделяют множество их подвидов. Гигантские звезды массой 30 солнечных и больше, например, вообще могут не взрываться как сверхновые. Вместо этого они сжимаются или коллапсируют, образуя черные дыры. В свою очередь, свет сверхновых типа 2L неуклонно ослабевает после взрыва. А сияние 2P, наоборот, остается стабильным в течение более длительного периода перед тем, как ослабеет. Оба типа имеют водород в своих спектрах. Есть еще сверхновые 1B и 1C. У них критически сжимается ядро, как при событиях второго типа, но они теряют большую часть своего внешнего водородного слоя, как при первом виде сверхновых. В 2014 году ученые нашли подтверждение этому, наблюдая в небе слабую звезду-компаньона сверхновой типа 1b. Поиск занял 2 десятилетия, поскольку компаньон был намного тусклее, чем яркая сверхновая. Открытия в этой области продолжаются. Недавно астрономы из Калифорнии отыскали в небе сверхновую ранее неизвестного вида. Она пряталась в карликовой галактике на расстоянии 500 миллионов световых лет от нас. В чем ее уникальность? Сверхновые с коллапсом ядра возникают, когда массивная звезда истощает свое топливо и взрывается. Теоретики предсказали, что подобный взрыв может произойти при слиянии нейтронной звезды или черной дыры с соседней крупной, еще живой звездой. Постепенно объекты будут сближаться, и в результате обычная звезда может начать выбрасывать большое количество материи. В итоге из этого потока образуется большое облако, а плотная нейтронная звезда критически приблизится к ядру обычной. Это приведет к сильному выбросу излучения, который в конце концов спровоцирует взрыв. Волны света достигнут окружающего облака, что заставит его излучать в более мягких диапазонах волн. Однако в реальности подобное событие увидеть не удавалось. И только наблюдение за изменениями в свечении сверхновой в карликовой галактике позволило подтвердить теорию. Астрономы назвали событие VT-J121001 плюс 495-96-47. Его изучили на разных длинах волн с помощью японского рентгеновского телескопа Макси, массива радиотелескопов VLA обсерватории США Кека на Гавайях. Что объединяет эти катастрофы? Какого бы типа ни было события, оно получается ярким и зрелищным, но невероятно разрушительным. Сверхновая способна разнести на куски или сжечь соседние планеты, а более дальние сделать непригодными для жизни. Это очень грозное космическое оружие, оно бьет на протяжении длительного времени и в разных направлениях. Прежде всего, в бой вступает кинетическая сила взрыва. Она просто ужасна и превратит в ничто любой объект, которому не посчастливится попасть в эпицентр событий. Нам во время космических путешествий нужно держаться от этого подальше, и еще следует надеть самые мощные солнечные очки. После взрыва, как мы говорили, небо озарит невероятно яркий свет. По мнению ученых, он может повредить зрение и даже привести к слепоте. Но сам взрыв – это еще только начало неприятностей от сверхновой. Даже спустя долгое время сохраняется опасность для планет в радиусе многих световых лет. Что в этом случае будет угрожать окружающим объектам? Сначала мощное излучение, исходящее от звезды сразу после взрыва, стерилизует все объекты на своем пути. Затем планетам начнут вредить плотные потоки космических лучей или частицы, заряженные до высокой скорости. Эти лучи могут как цунами накрыть небесное тело через тысячи лет после взрыва. Особый случай, если умирающая звезда окутана толстым слоем пыли.
когда ударная волна сверхновой достигает этой пыли, то высвобождает поток рентгеновских лучей. За этим следует выброс космических лучей столетия спустя. Неприятный двойной удар. Рентгеновские лучи могут преодолевать более 150 световых лет, ослабляя планетарную атмосферу. А затем, спустя несколько сотен лет, космические лучи завершают работу. Словом, полный набор смертельного оружия. Однако, как оказалось, еще не самого мощного. Наиболее мощными в электромагнитном спектре считаются выбросы гамма-излучения. Этот вид лучей ученые обнаружили случайно. В 1967 году спутник ВВС США «Вела» наблюдал с орбиты за секретными советскими ядерными испытаниями. И вдруг за пределами Солнечной системы его приборы ослепила невероятно сильная вспышка света. Позже излучение идентифицировали как всплеск энергии гамма-излучения. После этого астрономы стали находить в небе и другие подобные фейерверки. А с 1991 года специализированная обсерватория Камптон уже регистрировала примерно 1 гамма-всплеск в день. Все они происходят в других галактиках. В Млечном Пути до сих пор обнаружены лишь 2 очень слабых выброса. Длительные гамма-всплески, по мнению астрономов, зачастую вызывают особо мощные сверхновые. Так, на расстоянии 11 тысяч световых лет телескоп Чандра идентифицировал нейтронную звезду после взрыва сверхновой Кассиопея-А. Ее радиус составляет всего около 10 километров, потому что внутри небесного тела утрамбовано огромное количество материи. Обычное светило подобной массы имело бы радиус более миллионов километров. По мнению ученых, звезда сжалась в результате особо мощного взрыва, при котором в космос вырвались гигантские потоки гамма-лучей. У них очень интересный маршрут. Недавние наблюдения показали, что сначала при подобном событии все лучи движутся в одном русле, а потом необъяснимым образом трансформируют путь. Как будто какая-то сила меняет их навигацию с помощью космического GPS. Вероятен и другой вариант. Может оказаться, что гамма-всплески фокусируют свою энергию как фонарики в узком луче, а не рассеивают в широком диапазоне. Если гипотеза верна, многие из этих потоков излучения просто не попадают в поле зрения земных аппаратов. А их на самом деле очень много. По некоторым оценкам происходит примерно 500 гамма-всплесков в день. Большинство из них, вероятно, вызвали как раз сверхновые. Ожидается, что гравитационно-волновая обсерватория LIGO поможет фиксировать гораздо больше гамма-вспышек. Ее переоснащение закончилось в 2023 году и позволило повысить чувствительность детекторов LIGO. Обсерватория наверняка отыщет в небе гравитационные цунами, в том числе после взрывов сверхновых. Но и с помощью современной техники астрономы уже могут наблюдать подобные события, а также их последствия. Ученые нашли много свидетельств сверхновых, которые происходили в прошлом. Одним из самых странных остатков после взрыва является туманность Вуаль в созвездии Лебедя. Этот объект на расстоянии 2400 световых лет от нас представляет собой очень тусклый остаток сверхновой. От 10 до 20 тысяч лет назад звезда в 20 раз массивнее Солнца исчерпала запасы термоядерного топлива и взорвалась, выбросив в пространство огромное количество газа. Он расширяется в космосе, образуя неправильный пузырь сложной формы. Части этой небесной вуали считаются отдельными туманностями со своими названиями: петля, ведьмина метла, щука, треугольник Пикеринга, рыбачья сеть, петля лебедя. Астрономы использовали космический телескоп Хаббл для наблюдений за петлей лебедя и рассмотрели там множество невероятных вещей. Так, тонкий удлиненный объект на снимке – один из многочисленных кусков бывшей оболочки звезды. Уже несколько тысяч лет с момента события эта вуаль из газовой пыли накрывает все больше пространства. На снимках видно, как объект меняет свое положение в космосе, и благодаря этому ученые смогли установить его скорость. Она равна 800 тысячам километров в час. Этого достаточно, чтобы преодолеть расстояние от Земли до Луны всего за полчаса. Однако, судя по темпам распространения остатков других сверхновых,
цифра не так уж и велика. Больше ученых удивляет, что за 20 лет расширение нисколько не замедлилось. Туманность вуаль продолжает увеличиваться, не снижая скорости. Тем временем космический телескоп Джеймс Уэбб заметил взрыв сверхновой в дальней спиральной галактике, одной из самых ярких среди известных астрономам. Это NGC 1566, сияющий в небе живописный объект из созвездия Золотая Рыба. Астрономы прозвали его испанской танцовщицей благодаря длинным рукавам, которые тянутся на 100 световых лет. Небесная плясунья исполняет свои пируэты очень далеко от нас, на расстоянии примерно 69 миллионов километров от Земли. Событие, которое произошло в этой галактике, астрономы относят к сверхновым типа 1А, взрыву белого карлика, который перетянул на себя слишком много материи с соседней звезды. Это стало еще одной стандартной свечой, маяком для определения расстояния до небесных объектов. Камеры ближнего и среднего инфракрасного диапазона Джеймса Уэбба позволили увидеть после свечения сверхновой более чем через 200 дней после катастрофы. В целом в яркой галактике за последние 20 лет обнаружено 3 остатка после подобных событий. Небесная танцовщица любит блеснуть в небе. Еще интереснее для ученых оказалась сверхновая SN2008D. Недавно она вспыхнула в созвездии Рыси в 88 миллионах световых лет от нас. В результате в космос выкинуло огромное количество металлов – железа, кобальта, никеля и многих других. Так происходит всегда, но это был первый случай, когда астрономы наблюдали за процессом с начала вспышки сверхновой. Дальнейшие исследования показали, что SN2008D несколько необычна. Звезда, которая вспыхнула сверхновой, достигла массы в 30 солнечных, при радиусе, как у нашего светила. Иными словами, это была так называемая звезда Вольфа-Райе. Она перед гибелью уже сбросила верхние слои водорода и перешла в крайне нестабильное состояние. Светило закончило жизненный путь редким взрывом сверхновой 1b, у которых коллапс ядра предшествует распространению ударной волны. После этого астрономы смогли напрямую наблюдать гибель еще одной звезды. История началась с того, что исследователи обратили внимание на галактику М101, примерно в 21 миллионе световых лет от Земли. М101 является спиральной галактикой, и благодаря характерной форме ее называют вертушкой. Но ученых заинтересовала не ее форма. Уж очень вертушка оказалась активной по сравнению с соседками. С начала 20 века в ней наблюдали 4 сверхновые. Ученые предположили, что в этой неспокойной галактике вот-вот может произойти еще одна катастрофа. И не ошиблись. Вскоре список сверхновых увеличился до 5. Последняя получила обозначение SN2023IXF. Сверхновая находится около эмиссионной туманности NGC 5461 во внешнем рукаве спиральной галактики. Звезда, которая закончила свой жизненный путь, была сверхгигантом и стала самой яркой, ближайшей к Земле сверхновой за последние десятилетия. SN1987A еще сильнее сияла в нашем небе. Сверхновой вспыхнула звезда на окраине туманности Тарантул в Большом Магеллановом облаке. Хотя это карликовая галактика «Спутник Млечного Пути», она находится приблизительно в 168 тысячах световых годах от нас. Это огромное расстояние, но сверхновая долго была видна в ночном небе Земли невооруженным глазом. Что за светило в конце своего пути так озарило космос? Это оказалось не так уж просто выяснить. По радиоизлучению астрономы установили, что окружавший звезду газ плотностью и скоростью соответствовал звездному ветру голубого сверхгиганта. В то же время ультрафиолетовое излучение по спектру соответствовало газу более высокой плотности и меньшей скорости. На основе анализа был сделан вывод, что эти характеристики подходят красному сверхгиганту. То есть получается, что звезда сначала была красным сверхгигантом, а незадолго до смерти, как в сказке, сменила облик и превратилась в голубой сверхгигант. Самые крутые тяжеловесы среди звезд могут натворить в небе еще больших дел.
Рассмотрим это на примере огромных голубых горячих светил. Они невероятно красивы, но недолго украшают небо. Некоторые из самых массивных в конце жизни становятся звездами Вольфа-Райя. Их совсем немного, в астрономических каталогах числится лишь несколько сотен. Наверное, по причине короткой жизни этих ярких небожителей. Звезды Вольфа-Райя такие горячие, что при столкновении с холодным космосом создают плотные и быстрые потоки звездного ветра, который сдувает их оболочки. Эта стадия длится несколько сотен тысяч лет, что по астрономическим меркам ничтожный срок. Для сравнения, Солнцу около 5 миллиардов лет, но оно еще полно сил. Постепенно внутренности голубой звезды сильно сжимаются, она вращается все быстрее и быстрее, окружая себя мощным магнитным полем. В конце концов, это зачастую заканчивается грандиозным взрывом гиперновой. Катастрофа получается на порядок ярче и мощнее, чем обычная сверхновая. Самые крутые из гиперновых ведут к образованию вращающейся черной дыры. Новорожденного монстра быстро окружает яркий аккреционный диск, а из его нутра со страшной скоростью вылетают струи непереваренной материи. Правда, ученые подсчитали, что в Млечном Пути гиперновая в среднем образуется лишь один раз в 200 миллионов лет, но в других галактиках астрономы уже наблюдали подобные катаклизмы. Примером может быть SN 1998 BW из спиральной галактики ESO 184 G82. Грандиозный взрыв произошел в созвездии Телескоп на расстоянии 140 миллионов световых лет от нас. Достаточно близко для таких масштабных событий. Звезда, которую разорвало во время мощной вспышки, была необычна по своим радиосвойствам. У нее оказалось сразу две ударные волны. Одна из них двигалась медленно и содержала большую часть выброса, а другая, меньшая, отвечала за радиоизлучение. Но ни одна из этих волн, к счастью, не нанесла ущерба Земле. Сейчас одним из самых ближних к нам кандидатом на гиперновые считается звезда Эта Киля из двойной системы в созвездии Киля. Основной ее компонент – яркий голубой гипергигант. Правда, в последнее время он убавил в весе. Если изначально Эта Киля обладала массой в 150-250 солнечных, то сейчас звездный ветер сдул с нее массу примерно в 30 солнечных. Ожидается в астрономически близком будущем, то есть за несколько десятков тысячелетий, Эта Киля станет гиперновой. Событие произойдет в 7,5 тысячах световых годах от Земли, очень далеко. Однако катастрофу, скорее всего, будет сопровождать гамма-всплеск, а эта вещь весьма серьезная. Недавние наблюдения показали, что зачастую все фотоны после гамма-всплесков разлетаются в одном и том же направлении. И вдруг на каком-то отрезке космоса необъяснимым образом меняют свой путь. А вдруг этот поток решит заглянуть к Солнцу на огонек? Такое, вероятно, уже случалось в прошлом Земли. Что по этому поводу удалось откопать ученым? Взрывы сверхновых могли сыграть важную роль в истории климата планеты. Согласно новому исследованию, за последние 40 тысяч лет близлежащие сверхновые оставили ряд возможных следов в годичных кольцах деревьев. Чтобы прийти к такому выводу, исследователи сначала составили список из 18 сверхновых в пределах примерно 4900 световых лет от Земли. Время этих космических событий совпало с увеличением количества радиоактивного изотопа углерода в годичных кольцах деревьев. Подобное вещество редко встречается на Земле и не образуется без какого-либо внешнего воздействия. Чаще всего здесь замешано высокоэнергетическое излучение из глубокого космоса. Прежде всего из сверхновых. Они преобразуют часть обычного углерода в нашей атмосфере в радиоактивный. Сверхновым под силу и более крутые вещи, чем переделка углерода. По мнению специалистов НАСА, взрывы очень далеких звезд могли устроить настоящий космический геноцид, масштабные вымирания на Земле. Иногда ученые связывают с подобным событием исчезновение динозавров, но пока нет сколько-нибудь весомых доказательств связи этого с известными взрывами сверхновых.
Однако многие исследования указывают на то, что сверхновые стали причиной двух других крупных вымираний. Первое из них произошло примерно в 445 миллионах лет назад, в Ордовикском периоде, а второе — 372 миллиона лет назад, в Девонском периоде, Палеозойской эры. В результате было уничтожено большинство видов существ, которые тогда жили на нашей планете. Ученые обнаружили связь между взрывами звезд и массовыми вымираниями на Земле, когда провели перепись массивных горячих голубых и белых звезд в радиусе 3200 световых лет от нас. Эти звезды живут недолго, миллионы, а не миллиарды лет. Так что перепись их нынешнего числа позволяет астрономам узнать скорость рождения и смерти подобных светил. Исследователи насчитали 24 700 этих звезд и вычислили частоту взрывов сверхновых по всему Млечному Пути. Получилось 15-30 сверхновых за миллион лет. Это очень много, однако только относительно близкий взрыв окажет негативное воздействие на Землю. В радиусе 65 световых лет от нас, по подсчету ученых, появляется 2,5 сверхновой за миллиард лет. Эта цифра может объяснить два массовых вымирания на Земле в Ордовикском и Девонском периодах Палеозойской эры. Возможно, и более невероятная вещь. Прямо сейчас отголоски сверхновых воздействуют на Землю. Секрет в том, что наша планета, как и мы с вами, любит путешествовать по Млечному Пути. 5-6 миллионов лет назад вместе с Солнечной системой она вошла в местный пузырь, область разреженного горячего газа в межзвездной среде рукава Ориона. Этот регион шириной минимум 300 световых лет был образован по меньшей мере 15 сверхновыми за последние 15 миллионов лет. После этого местный пузырь мог стать зоной повышенной радиации. В новой работе ученые из Калифорнийского университета попытались выяснить, как такой расклад способен влиять на Землю. Авторы исследования пришли к выводу, что излучение могло вызвать генетические мутации. Это, в свою очередь, должно повлиять на эволюцию видов. И, что самое неожиданное, в лучшую сторону. Например, есть свидетельство того, что разнообразие видов вирусов в африканском озере Танганьика резко возросла 2-3 миллиона лет назад. Вероятно, это результат повышенной радиации в рукаве Ориона Млечного Пути. Наоборот, оно способствовало развитию живых существ на Земле. Если в будущем сверхновая возникнет достаточно близко к нашей планете, то все может обернуться не столь удачно. Вряд ли, конечно, Земля когда-то попадет в эпицентр события и ее разнесет на куски или даже расцепит на молекулы. Зато излучение способно просто разрушить озоновый слой планеты. Тогда огромный поток ультрафиолетового излучения уничтожит большинство видов. Мы знаем, что такое уже происходило в истории Земли. Как-то не хочется, чтобы все повторилось вновь. Существует ли угроза подобного апокалипсиса? Посмотрим, какие звезды собираются стать сверхновыми и опасны ли они для нас. Британские астрономы обнаружили двойную звездную систему всего в 150 световых годах от Солнца. По космическим меркам это буквально у нас за углом. Обе звезды в системе вращаются вокруг друг друга и когда-то сольются в результате взрыва сверхновой типа 1А. Когда это произойдет? Сейчас звезды совершают полный оборот друг вокруг друга за 14 часов. Но со временем их орбиты будут сжиматься, скорости расти. Примерно через 23 миллиарда лет светила врежутся друг в друга. Масса системы превышает солнечную, а значит, событие закончится безумным взрывом. Интересно, что это будет так называемая четырехкратная детонация. Сначала вспыхнет внешняя оболочка одной звезды, затем ее ядро, а потом ударная волна вызовет двойной взрыв у второй. Хорошо, что до этой ужасной катастрофы так далеко. Есть время подумать и принять меры. А как насчет более яркого кандидата с мрачным прозвищем «Звезда смерти»? Речь идет об удивительно красивой двойной звездной системе WR-104. Один из компонентов относится к классу Вольфа-Райе. Мы знаем, что это чрезвычайно яркие и горячие звезды. Второй компонент в системе, голубой сверхгигант, тоже безумно сияет в небе.
Партнеры излучают такое количество электромагнитного излучения, что поднимают в системе мощные звездные ураганы. Ветры сдувают в космос горячее вещество верхних слоев атмосфер светил со скоростью 2000 км в секунду. По мере вращения объектов звездные ветры из газа и пыли переплетаются и скручиваются во что-то типа штопора. Вокруг звезд образуется спиральная туманность, а компаньоны стремительно теряют массу. Понятно, что при таких потерях они долго не проживут, но WR-104 называют звездой смерти совсем не из-за этого экстрима. Главное светило Вольфа-Райе находится на последней стадии жизни и вот-вот может взорваться сверхновой, выбросив в космос гамма-лучи. Ранее считалось, что поток гамма-излучения накроет Землю из-за соответствующего положения в небе WR-104. Тогда звезда смерти нанесет нам непоправимый вред. Международная группа астрономов решила уточнить, насколько велика угроза от WR-104, и пришла к неожиданному выводу. Вопреки первоначальным гипотезам, орбита обоих компонентов системы оказалась наклонена на 30-40 градусов относительно нашей линии зрения. Такое положение исключает риск потенциального направления гамма-потока в сторону Земли. Предыдущие модели предполагали совершенно иную ориентацию. Словом, WR-104 для нас скорее символ космической красоты, а не смертельных угроз. Но вот следующий наш перелет будет не для слабонервных. Мы отправимся к объекту, который ведет себя очень неспокойно. Речь идет о знаменитой звезде Бетельгейзе из созвездия Ориона, красном гиганте, который находится в конце своего жизненного пути. Социальные сети пару лет назад просто взорвало. Звезда Бетельгейзе станет сверхновой в августе 2022 года. Откуда взялись слухи, никто так толком и не разобрался. Однако многие отреагировали на сенсацию. Кто-то искал убежище, а некоторые запасались телескопами, чтобы полюбоваться ярким зрелищем. По итогу проиграли и те, и другие. В небе ничего сенсационного не произошло. Через время тема опять всплыла. Глава НАСА предупредил о грядущем взрыве светила сверхновой, правда не уточнил сроки космической катастрофы. Когда все может случиться? Что после этого будет с Землей? Чтобы во всем разобраться, сначала поищем Бетельгейзе в ночном небе. Светило трудно не заметить. Хотя объект расположен в 700 световых годах от Земли, это 10-я по яркости звезда в известной нам части космоса. Ее светимость в 105 раз выше солнечной. Хотя звезда великолепно светит, греет она намного скромнее. Температура ее поверхности оценивается в 3300 градусов Цельсия. Солнце для сравнения раскалено до 5500 градусов. Впрочем, прохладный характер Бетельгейзе вполне предсказуем. Ведь это красный сверхгигант. У таких звезд поверхность сильно растягивается, отчего они теряют плотность и становятся холоднее. Светило намного больше Земли по диаметру и массе. Если его переместить на место Солнца, орбита зайдет за Юпитер. Есть сведения, что красный сверхгигант в 1000 раз больше Солнца. Но точно вычислить это невозможно. Бетельгейзе – пульсирующая звезда, которая постоянно становится больше или меньше. По некоторым расчетам ее окружает по меньшей мере 6 слоев материи, которую звездный ветер сдул с поверхности красного сверхгиганта. В результате выбросов Бетельгейзе каждые 10 тысяч лет теряет массу Солнца. Сейчас она аномально быстро мчится по межзвездному пространству, преодолевая 30 км в секунду. Словом, серьезный объект, который ведет свою игру. Он, например, уже не раз внезапно терял и набирал яркость. Зачем Бетельгейзе периодически на всю щелкает включателем, а затем убавляет свет? Скорее всего, это связано с преклонным возрастом звезды. Ее поверхность стала нестабильной. Она расширяется и сжимается, что приводит к регулярному изменению яркости. В конце своего пути она должна взорваться сверхновой. Но как точнее угадать этот момент? Астрофизики из Корнельского университета в США выдвинули интересную версию. Если вы увидите толстый слой вещества вокруг гигантской красной звезды, стоит быть внимательным. Она, вероятно, вот-вот взорвется.
Одна из моделей показала, что катастрофа произойдет через несколько десятилетий после формирования вокруг звезды суперкокона. А по другой симуляции все случится даже в течение года. Однако вокруг Бетельгейзе пока нет столь плотного савана из материи, как у других звезд накануне перерождения в сверхновые. Астрономы из Японии утверждают, что о событии наверняка станет известно лишь за несколько дней до катастрофы. Перед превращением в сверхновую светило начинает посылать поток нейтрино более интенсивно, чем обычно. Давайте попробуем смоделировать подобную ситуацию. Прямо сейчас Бетельгейзе испускает в космос мощную струю нейтрино и вот-вот взорвется. Что нам делать? Готовить фотоаппараты, чтобы снять уникальное событие, или искать надежное убежище? Астрономы подтверждают, что катастрофа такого масштаба ужасна, особенно если ее будет сопровождать гамма-всплеск. На Земле он испарит атмосферу и превратит в пепел каждую клетку организмов живых существ. От мощного выброса гамма-излучения практически невозможно будет спастись, даже в наш век продвинутых технологий. Но дотянется ли разрушительная сила Бетельгейзе или другого кандидата в сверхновые до Земли? Землю заденет поток смертельного излучения, если событие произойдет достаточно близко. Но насколько? Мы знаем, что все сверхновые больше или меньше излучают рентгеновские гамма и космические лучи. Смертоносный коктейль обладает достаточной энергетической силой, чтобы разорвать молекулярный азот и кислород. Эти элементы подвергаются атаке в атмосфере Земли, перерождаясь под действием высокоэнергетических лучей. Они начинают производить различные оксиды азота, включая закись азота, известную как веселящий газ. Это вещество приводит к истощению озонового слоя. Без него на Землю хлынет мощный поток ультрафиолетового излучения Солнца. Нет, это не значит, что мы быстро приобретем прекрасный загар. Ужасные ожоги, рак кожи – вот что получат люди без защитного слоя Земли. А микроорганизмы, такие как фотосинтетические водоросли, вообще просто сварятся и умрут. Не надо думать, что эти крошки не важны для планеты, и без них можно спокойно прожить. Микроорганизмы образуют базовый слой пищевой цепи. Без них вся экосистема рушится и происходит массовое вымирание. Сверхновая на расстоянии примерно 25-30 световых лет от Земли уничтожит по крайней мере половину озонового слоя. Его потери будет достаточно, чтобы вызвать катаклизмы. Ученые из университета в штате Иллинойс обнаружили данный объект, изучая рентгеновские наблюдения за 31 сверхновой звездой. Исследователи хотели выяснить, как далеко могут распространяться последствия этих событий. Оказалось, что нам по этому поводу беспокоиться не стоит. Сверхновые опасны в радиусе 30 световых лет от Земли, однако кандидатов на взрыв на таком расстоянии нет. Хотя тут есть одно «но». Если умирает особо крупная звезда или в небе вспыхивает гиперновая, гибельные гамма-лучи распространяются намного дальше. Это смертельное для любых форм жизни цунами способно накрыть даже планеты в 160 световых годах от места катастрофы. Ближе всего к нам красный гипергигант Бетельгейзе, который может вызвать подобный гамма-всплеск. Он нам не страшен, ведь звезда находится намного дальше, чем в 160 световых годах от Земли. Вспыхнув сверхновой, она подарит нам только еще одно потрясающее космическое шоу. Примерно 3 месяца мы будем видеть Бетельгейзе такой же большой и яркой, как полная Луна. Ну а астрономы смогут лучше изучить редкое явление гибели звезды. В отношении сверхновых можно успокоиться? Вряд ли. Космос так разнообразен, что трудно учесть все его капризы. Недавно ученые выяснили один удивительный фактор, который влияет на ситуацию. Солнечная система сравнительно недавно вошла в спиральный рукав Ориона Млечного Пути. Такие места известны своей высокой скоростью звездообразования, потому они, как правило, ярко сияют на снимках обсерваторий. Но чем больше рождается звезд, тем чаще они умирают. Ученые подсчитали, какова средняя вероятность оказаться слишком близко к сверхновой с гамма-всплеском при пересечении рукава Ориона. Получилось, что потенциально смертельная встреча может произойти несколько раз в миллиард лет. Что ж,
Все равно это как-то не очень пугает. Но сверхновые не единственная угроза из космоса для нас. Прежде всего, опасность исходит от Солнца, которое согревает и освещает нашу планету. Но когда светило посылает на Землю избыток лучей, то все меняется. Сейчас Солнце находится на пике 11-летнего цикла. Звезда строчит в небо вспышками, как из пулемета, выпуская их одну за другой. Например, сильные магнитные бури накрыли Землю 19-20 апреля 2025 года. В качестве оружия для таких ударов Солнце использует свои крупные темные пятна, корональные дыры. Периодически под действием магнитного поля происходит их неожиданное сжатие. В результате формируется плазменный жгут длиной в десятки или сотни тысяч километров. Когда этот жгут накаляется до температуры 10 миллионов градусов, происходит взрыв. Плазма отрывается от звезды, а затем разлетается по космосу со скоростью до 1000 км в секунду. Космический шторм может добраться даже до глубин океана, разрушив подводные кабели онлайн-связи. Это приведет к глобальному интернет-апокалипсису, который продлится минимум несколько месяцев. Но отсутствие света и связи покажется не таким уж важным по сравнению с невероятными засухами, наводнениями, землетрясениями и цунами. Некоторые ученые связывают самые сильные удары стихии с солнечными бурями. Так максимальная частота землетрясений фиксируется в периоды высокой солнечной активности. Чтобы смягчить последствия солнечных штормов, важно своевременно о них узнавать. В настоящее время звезду изучают несколько космических аппаратов, в том числе Солнечная гелиосферная обсерватория, обсерватория солнечной динамики. А в 2020 году НАСА и Европейское космическое агентство отправили к светилу зонд Solar Orbit. Данные этих космических аппаратов помогут вовремя извещать нас об экстремальных событиях на Солнце. Вероятно, тогда солнечный максимум действительно будет не страшен. Просто особо мощное полярное сияние порадует нас в небе своей красотой. Хуже, если к нам в гости решит заскочить какая-нибудь блуждающая звезда. Светило-изгой смертельно опасно даже на расстоянии 100 астрономических единиц, то есть 15 миллиардов километров. А это всего в 3 раза дальше, чем Нептун, который находится примерно в 30 астрономических единицах от Солнца. Правда, вероятность того, что блуждающая звезда подлетит к нам на такое расстояние, составляет примерно 1%. Но все же она существует. Вряд ли, конечно, такой визит вмиг уничтожит все планеты Солнечной системы. Однако гравитация залетной звезды наверняка сильно нарушит их орбиты. Модели показывают, что Земля может улететь в облако Оорта, а это означает смерть всего живого в нашем мире. Страшный конец. Хорошо, что речь идет о моделях. Но и в реальности известны несколько сотен блуждающих светил, которые в будущем способны нам навредить. Особенно опасен для Солнечной системы оранжевый карлик Gliese-710 из созвездия Змеи. Сейчас звезда находится в 45 световых годах от Солнца, но она несется к нам со скоростью 52 тысячи километров в час. Есть вероятность, что оранжевый карлик пройдет через облако Оорта, где расположен пояс комет и астероидов. Из-за воздействия звезды ледяные камни облака начнут хаотично двигаться и даже могут изменить свои привычные орбиты. А это значит, что на Землю ринется в атаку целое полчище комет. Подобная бомбардировка может сильно навредить планете. И не в первый раз. Возможно, Земля уже подвергалась массированной атаке небесных камней более 55 миллионов лет назад. Тогда климат навсегда изменился, а общее положение полюсов сместилось. Впрочем, на этот раз особо пугаться не стоит. Последнее исследование показало, что Gliese-710 пролетит мимо нас только через 1,4 миллиона лет. А главное, она практически не зацепит Солнечную систему. Но как насчет черных дыр? Эти монстры тоже вовсю шныряют по Вселенной. Их визит станет настоящей черной меткой для любой стабильной системы. Ученые утверждают, что монстр может поймать в гравитационный капкан нашу планету при максимальном расстоянии в несколько десятков световых лет. Она сначала разорвет пленницу на куски, а затем проглотит.
Даже если дыра объявится чуть дальше, нам все равно не сдобровать. Ей хватит силы устроить катастрофу в Солнечной системе. В лучшем случае ее гравитация несколько отдалит орбиту планеты или приблизит ее к Солнцу. Тогда мы будем страдать от жары или холода, ужасных землетрясений и цунами, а при худшем варианте она сместит орбиты всех планет, столкнув их между собой, или выбросит их в межзвездное пространство, превратив в вечных скитальцев по космосу. Впрочем, согласно моделированию, шансов на появление одной из дыр-изгоев возле Солнечной системы не больше 1 на 100 миллиардов лет. Это во много раз превышает возраст Вселенной — 13,8 миллиарда лет, так что вряд ли у нас когда-то появится подобное гостья. Сверхмассивные черные дыры, казалось бы, для нас и вовсе не представляют угрозы. Они прочно обосновались в центрах галактик и никуда не собираются переезжать. Пока ближе всех к нам находится монстр Ви-616 Мон, созвездие Единорога. Его логово расположено на огромном расстоянии в 3000 световых лет от Земли. Он до нас не дотянется. Ученые утверждают, что черная дыра может поймать в гравитационный капкан Солнечную систему на расстоянии в несколько десятков световых лет. Словом, беспокоиться вроде не о чем, но новое исследование американских ученых показывает, что и расслабляться рано. Одна из черных дыр вдруг решила использовать Солнечную систему как тигр, начав стрелять в нее гигантскими струями плазмы. Объект PBC J2333.9-2343, который находится в 4 миллионах световых лет от Земли, выбрасывает излучение почти со скоростью света. Раньше монстр посылал фонтаны непереваренной материи из своего нутра параллельно нашему миру и вдруг неожиданно сместил угол на 90 градусов, нацелившись прямо на Землю. Опасны ли выстрелы этой космической плазменной пушки для Земли? Исследователи уверены, что она не добьет до нас с такого огромного расстояния. Но вдруг какой-то близкий к Земле объект решит повторить этот опыт и взять на мушку нашу планету. Потенциальная угроза такого сценария существует, потому астрономы во время наблюдений не собираются сбрасывать ее со счетов. Словом, из космоса нам грозит много неприятных вещей. Об этих опасностях нужно знать как можно больше, чтобы справиться с ними. Сейчас ученые пытаются выявить максимальное количество сверхновых, чтобы составить их карту и определить закономерность звездных взрывов. Трудность в том, что часть этих событий скрыта от Земли межзвездной пылью. Однако новые обсерватории могут вести наблюдения в широком диапазоне электромагнитного спектра и наряду с детекторами нейтрино могут заглянуть куда угодно. По мнению исследователей, обсерватория имени Веры Рубин и другие инструменты позволят найти от 3 до 4 миллионов сверхновых в течение следующего десятилетия. И еще к тому же научатся предсказывать скорые взрывы. Для нас прогнозы катастроф особенно важны. Не хотелось бы во время путешествия получить где-то из-за угла удар сверхновой или утонуть в потоке гамма-лучей. А главное, нужно защитить нашу Землю, чтобы всегда возвращаться после полетов в зеленый, наполненный жизнью мир.